Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим закуску, которую любят все – печеночный паштет. Для паштета нам понадобится 500 грамм печени, бараньей, говяжьей. Не забудьте о том, что печень нужно освободить от протоков. Нам понадобится 100 грамм масла сливочного размягченного, 1 крупная морковь, 1 крупная луковица, 30 миллилитров либо коньяка, либо виски, 1/3 чайной ложки черного молотого перца, чайная ложка соли, 500 миллилитров я взяла молока, может быть понадобится меньше, посмотрим потом. И мускатный орех по вкусу. Приступим к приготовлению паштета. Далее необходимо подготовить печень. Я ее нарезала вот на такие кусочки. И теперь залью молоком. Молока нужно столько, чтобы покрыло верх печени. Печень находилась в молоке полчаса. Я ее промыла под струей воды и откинула на дуршлаг. Вот посмотрите, как она сейчас выглядит. Она стала красивой, розового цвета. И теперь эту печень я отправляю на сковородку с растительным маслом. Друзья, печень буду обжаривать на среднем огне минут 5, периодически помешивая. 5 минут прошло, и теперь я к печени добавляю крупно нарезанный лук. Перемешаю. Как видите, уже сукровица перестала выделяться из печени. Добавлю немножко огонь, и пусть лук обжаривается вместе с печенью. Друзья, пару минут лук обжарился, и теперь пришла очередь моркови. Морковь я потерла на крупную терку свекольную, для того, чтобы она быстрее обжаривалась с печенью. Перемешаю. Морковь тоже примерно обжариваю пару минут, но уже прикрываю сковородку крышкой. Всего процесс обжаривания печени и овощей занимает примерно минут 8-10. Не забываем, что печень вместе с луком и морковью обжариваем на маленьком огне. 2 минуты прошло, и теперь я снимаю крышку. И проверяю печень на готовность. При разрезе не должно быть видно сукровицы. Вот смотрите. Печень готова, и содержимое сковородки оставляем остывать до теплого состояния. Остывшую печень с овощами я поместила в чашу миксера. Сейчас необходимо добавить имеющиеся у нас специи: перец, соль и мускатный орех. Мускатный орех я натираю на терке в небольшом количестве. В смесь добавляю коньяк или виски, что у вас есть, и тщательно все перемешиваю в миксере. Теперь, после того, как мы все перемешали, необходимо снять паштет со стенок посуды, а также добавить в него сливочное масло. Небольшой кусочек, примерно вот столько, я оставляю для того, чтобы растопить, остальное все идет в чашу миксера. И опять все взбиваем. От масла масса значительно побелела, паштет готов.
Теперь осталось переложить паштет в стеклянную баночку с закручивающейся крышкой и охладить его. Лучше всего, конечно, хранить паштет в стеклянной, глиняной либо в эмалированной посуде. Теперь оставшимся растопленным кусочком сливочного масла я покрываю верх паштета. Как видим, у меня получилось 2 баночки паштета по 350 грамм и небольшая пиалка 100-150 грамм. Итак, друзья, из подготовленных продуктов у нас выход паштета составил 800-850 грамм. Теперь мы его охладим в холодильнике. Итак, друзья, паштет застыл. Я теперь беру ножик и намазываю ломтик хлеба паштетом. Друзья, вот такая получилась великолепная закуска из вполне доступных продуктов. Пробуйте, экспериментируйте. Ну а я, как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.